Рассказ называется «Норка». Мы тогда работали в тайге. Как-то утром, проснувшись, я услышал на крыльце своей квартиры подозрительный шорох. Хотел выйти, но дверь неожиданно открылась, и в нее спиной стал пролезать человек, одетый в оленью одежду. Он с силой втащил в комнату дрожащую от страха собаку. «Глупая, не идет. Думает, я ей хочу хуже сделать», — сказал он, прикрывая дверь. Незнакомец вскинул на меня черные пытливые глаза, затем бросил на пол конец ремня, на котором втащил собаку. Расстегнул на груди дошку, отошел в угол и, не раздеваясь, сел на пол, подложив под себя полы дахи. «Садитесь на стул», — предложил я, стараясь скрыть свое недоумение. «Так привычнее. Старики говорят, у хорошего человека и возле чумы тепло, а у худого и у костра не согреешься. Знаешь, учиться в Ленинград я еду. На половине дороги моя собака Норка догнала меня. Вернуться бы надо, отвезти ее домой, да ушел далеко от стойбища. С кем жена охотиться будет, мясо, пушнину добывать. Хотел по пути оставить собаку у деда рыбака, она потом сама бы убежала к дому. Пришел зимовье, а рыбак уже откочевал к прадедам. Вот и привел собаку сюда, в поселок. И думаю, куда ее девать? С собой в машину не велят брать. Да и зачем ей Ленинград? Пропадет она там без тайги, без зверя. Прогнать хотел, не уходит. Бросить в поселке сердцу больно. Люди болтают, будто у тебя есть хорошие собаки. Возьми и Норку, будь человеком. За нее добром поминать будешь, Серкало. Денег не надо, только слово дай, обижать ее не будешь. Говорил Серкал медленно, веско, как будто заранее продумывал каждое слово. А сам не сводил с меня пристального взгляда, осматривая с ног до головы, словно боялся в чем-то обмануться. А на вид ему было не более 25 лет. Затем он вытащил из-за пазухи самодельную трубку с длинным чубуком, достал из кармана щепотку табаку, дрожащей рукой зажег спичку. Норка, прижавшись к стенке, бросала на меня враждебные взгляды. Это была остроухая, серая сука, с пушистым, как у лисы, хвостом и белой грудкой. Я сразу угадал нечистокровную лайку и, конечно, обрадовался. «Хорошо, я куплю Норку. Сколько ты хочешь за нее?» «Что ты, оборони бог», — сполошился Серкал. «Только дурные люди счастье свое продают. Говорю, возьми без денег, кормить тебя будет. Но пока я жив, Норку не считай своей. С учебы вернусь, разыщу тебя и заберу ее обратно». «Согласен. Тогда вернешь мне и деньги». «Значит, даром не берешь», — сказал он почти зло и решительно встал. Собака тоже вскочила. Серкал толкнул плечом дверь, шагнул через порог, но вдруг заколебался, остановился и припал спиной к косяку. Однако времени у него для раздумий не было. Вернулся, подтащил Норку к кровати, привязал к ножке. Я достал из кармана 50 рублей, протянул их Серкалу. Он решительно отстранил мою руку, сказал твердо: «Только не забудь, что она не твоя», и, обращаясь к собаке, добавил: «Дуреха, я приду за тобой». Он хотел еще что-то сказать, но слова застряли в горле, и он только заскрипел зубами. Норка как будто вдруг поняла, что хозяин навсегда уходит от нее. Рванулась к нему, упала, взвыла диким голосом. Но Серкал, не оглядываясь и не попрощавшись со мною, вышел на крыльцо, медленно спустился по ступенькам и ушел. В комнате бушевала Норка. Пытаясь оторваться от кровати, она волчком вертелась на натянутом ремне, билась об пол. В мои попытки приласкать ее, она угрожающе скалила зубы. Я поселил ее во дворе. Много дней собака ничего не ела, дичилась и постоянно с тревогой прислушивалась к уличному шуму и смотрела, не покажется ли ее хозяин. Она выросла в тайге, да и люди здесь другие, от них не пахнет дымом костра и говор совсем незнакомый. И вот ждет Норка Серкала, не понимая, почему он оставил ее и так долго не идет за ней. Когда ждать становилось невмоготу, она высоко поднимала голову и жалобно выла. Норка понемногу привыкла, присмотрелась к людям, но не доверяла их ласкам. Наконец мы перевели ее в сарай, где содержались все экспедиционные собаки. Присматривал за ними дед Тихон, добрейший человек, воспитавший для экспедиции не одно поколение зверовых лаек. Попав в собачье общество, Норка сразу проявила свой характер. Она оказалась настолько властной, что скоро подчинила себе всех собак.
В марте Норка принесла 5 щенят, серых с белыми, как и у нее, грудками. Собака стала еще более раздражительной и злой. Собаки все присмирели, забыли распри, старались подальше обходить конуру со щенками. И даже овсянку хлебали, как бы шепот. Дед Тихон заходил к ним на цыпочках, разговаривал с собаками жестами и старался долго не задерживаться в сарае. Через день после появления на свет Норкиного потомства ощенилась фея, молодая, ласковая и добрая Лайка. Она принесла всего одного щенка, пестрого и до уродства большеголового. Но как она была захвачена материнским чувством, казалось, все собаки завидовали ей, но счастье было коротким. На второй день ко мне в кабинет ворвался дед Тихон. «Беда стряслась», — выпалил он, задыхаясь от быстрого бега. «У феи щенок пропал». «Кому он нужен? Найдется», — успокаивал я старика. Фею он любил. Не иначе Норка съел. С чего бы это она? Со злости. Больше некуда ему деваться. У старика даже слезы на глазах. И вдруг до нашего слуха донеслись шум, драка, визг. Мы выскочили из помещения и бросились в сарай. Оказывается, фея, вернувшись с прогулки и не найдя своего чада в конуре, каким-то чутьем догадалась, что это проделки Норки. Забыв о страхе, она набросилась на свою противницу. Сколько звериной ярости было в этой дикой схватке собак. Но на стороне Норки были все преимущества. Сила, ловкость, жестокость. Не успей дед Тихон плеснуть на дерущихся ведро холодной воды, она бы задушила фею. Потеря щенка для феи, впервые ставшей матерью, была поистине тяжелым горем. Она еще несколько дней искала его по всем закоулкам сарая и в чужих будках. Малейший шорох настораживал ее. Через некоторое время фея, казалось, смирилась с утратой, но было что-то необъяснимое в ее поведении. Фея перестала ласкаться, отощала, была всегда чем-то озабочена, казалась неряшливой и напоминала бродячую собаку, занятую поисками пищи. Все чаще забегала в нашу столовую, попрошайничала, при случае даже воровала, чего никогда с ней раньше не случалось. Дед Тихон, наблюдавший за ней, заметил, что когда из Норкиной конуры доносится писк щенят, фея вскакивала как от удара и подолгу прислушивалась. В ее печальных глазах отражалось беспокойство, точно в каждом писке ей слышался зов погибшего щенка. Зато Норка, несмотря на то, что кормила 5 прожорливых щенят, раздобрела. Она выглядела гладкой, чистой, но к конуре по-прежнему никого не подпускала, будто что-то прятала от посторонних глаз. Однажды, сидя рано утром, я услышал сильный стук в окно. Барабанил дед Тихон. Старик был сильно возбужден. Обычно грустное лицо сияло необыкновенной радостью. Он показывал рукой на сарай, звал меня туда. В сарае нас встретила обычная тишина. Норка куда-то убежала. «Да вы гляньте вот сюда», — сказал дед Тихон, показывая на конуру Норки. Я глазам своим не поверил. В будке фея кормила Норкиных щенят. Она лежала на правом боку, а у живота копошились живые серые комочки, сладостно чмокая крошечными ртами. Голова феи находилась у самого входа, уши были насторожены, а глаза переполнены блаженством. Мы еще не успели подойти к ней, как она, видимо, уловила своим тонким чутьем приближение Норки, мгновенно вырвалась из будки и шмыгнула в свою конуру. Но выскакивая, фея вынесла к краю будки 2 щенят. Один из щенят был пестрый, большеголовый. Норка, прибежав в сарай, нырнула в конуру и закрыла вход своей недружелюбной мордой. Дед Тихон стоял обрадованный, умиленный всем случившимся, не зная, что ей сказать. Так вот почему фея сильно похудела. Всегда была такой озабоченной, попрошайничала. Еще бы, кормить 6 щенят, не получая как Норка добавочного пайка для кормящей матери. Нам не удалось проникнуть в другую тайну, которая не меньше, чем пропажа пестрого щенка, поразила нас. Какое чувство побудило Норку украсть у феи ее единственного щенка? Прошел год, разобрали серых повзрослевших Норкиных щенят, но, как ни странно, Норка продолжала ревностно опекать пестрого кобелька-пыжа. Рос он на удивление быстро, и все отчетливее проступали черты сибирской Лайки. Но речь пойдет не о нем. За 3 года, что была Норка у нас, от нее взяли потомство отличные охотничьи Лайки, которые не раз нам помогали в лесу со зверем. Из Ленинграда после 3-летней учебы вернулся Серкал.
Он направлялся в свой далекий поселок, чтобы взять семью и переехать в районный центр, куда после учебы был послан на работу. В Горном молодой Эвенг зашел в штаб экспедиции. Мы встретились во дворе. Я не сразу узнал в нем хозяина норки. Одет он был по-городскому, при галстуке. На ногах остроносые ботинки. Только походка осталась стремительной и легкой по-прежнему. «Норка жива?» – спросил он, волнуясь. Видно, все годы разлуки с любимой собакой мучил его этот вопрос. А я, здороваясь с ним, с болью почувствовал, что не смогу расстаться с норкой. Мысленно стал думать, как оставить ее у себя. Я готов был заплатить любую сумму. Мне вспомнилось, как Серкал втащил собаку в мою комнату, привязал ее к ножке кровати и, вытирая скатывающиеся слезы, говорил: «Пока я жив, ее своей не считай». И мне стало неловко за свои намерения. Я ответил ему, что норка жива и здорова. «Так позови же ее скорее, может, она меня забыла». Он был полон нетерпения. «Тихон Петрович!» – окликнул я деда, врубившего дрова за сараем. «Приведи сюда норку». Тот посмотрел в нашу сторону, не торопясь подошел ближе. Подозрительно посмотрел на Серкала. «А зачем она понадобилась?» – спросил он, резко заподозрив что-то неладное. «Я ее хозяин», – ответил Серкал. «Ишь ты, нашелся. За давностью она уже не твоя. Такого договора не было». Я видел, как Эвенг вспыхнул, угрожающе глянул на старика, готовый защищать свое право на собаку. «Тихон Петрович, приведи норку», — повторил я. «Ну разве только показать», — сказал дед, направляясь к сараю. Я видел, как Серкал переживал, и невольно подумал: а что, если норка действительно не узнает его? Но тут показался Тихон с собакой. Серкал сорвался с места, быстро пошел ей навстречу. Вот они рядом. Собака тщательно обнюхала его, равнодушно потопталась на месте и, увидев меня, натянула поводок. Расстроенный Серкал схватил ее за шерстистые щеки, поднял морду, заглянул в глаза, сказал что-то на эвенгийском языке, стал повторять громче и громче, затем с силой отбросил собаку от себя, повернулся и поспешно ушел, не попрощавшись и не оглянувшись, как и в тот раз, когда он впервые привел ко мне норку. Но Тихон, как оказалось, показал ему не норку, а ее дочь, как две капли воды, похожие на свою мать. «Зачем ты это сделал?» — крикнул я. «Она как мать, не различишь, пусть ее и берет, а норку я не отдам», — упрямо ответил он, пряча от меня взгляд. Я бросился в сарай и отвязал норку. Она по привычке метнулась по двору, но, наткнувшись на след Серкала, вдруг оцепенела, ноздрями втянула воздух, ткнулась носом в след и, уже ничего не различая перед собой, рванулась к выходу. Мы с дедом выскочили на улицу. Серкал лежал на пыльной земле, сбитый собакой, а она, ласкаясь, прижималась к нему, лизала его лицо, нежно поскуливая. Серкал с минуту не шевелился и не сопротивлялся, потом поднял ее морду, заглянул в широко открытые глаза, обнял, и так они лежали некоторое время на сухой земле, оба бесконечно счастливы. На второй день, рано утром, Серкал уходил с норкой в далекий путь. Мы собрались проводить его. Ничто уже не могло разлучить Эвенга с собакой. Смирился и дед Тихон. Подпирая плечом забор, он нервно жевал кончик бороды и, не отрывая глаз, следил за удаляющимися силуэтами. «Ладно, хорошо, пусть поживет с ним», — сказал он, натирая влажные глаза. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на мой канал.